Она появилась в маленьком поселке, где каждый знал соседа, а даже кошки и собаки имели свою историю. На окраине стояла старая конюшня, и там жила лошадь по имени Сторм. Его считали диким, неукротимым и опасным. Он сбрасывал любого, кто пытался его оседлать, ломал ограды и рвал веревки. Мужчины качали головами, пора заканчивать с этим конем. Через неделю его собирались усыпить. Именно тогда в поселке оказалась девочка, Эмма. Ей было всего 12, и она росла без родителей. Родственники отказались от нее, и девочка жила возле старого сарая, питаясь случайными подачками. Только одна старушка иногда приносила ей хлеб и молоко. Эмма привыкла к тишине и к тому, что ее будто не существует. Однажды вечером, когда небо полыхало закатом, она услышала отчаянное ржание. Звук был похож на крик боли. Девочка пошла на голос и увидела в загоне Сторма. Его глаза сверкали, копыта били землю, дыхание срывалось на хрип. Но за злостью Эмма заметила знакомое ей чувство – одиночество. Испугавшись, она хотела отойти, но что-то удержало ее. Девочка шепнула: «Ты, наверное, такой же одинокий, как и я». И вдруг лошадь замерла, перестала биться и уставилась прямо на нее. С этого началось их необычное знакомство. На следующий день Эмма принесла кусок хлеба и осторожно протянула руку. Сторм фыркнул, но все же взял угощение. С тех пор она приходила каждый вечер, разговаривала с ним, пела тихие песни, гладила его гриву. Сначала он отталкивал ее, но вскоре стал ждать. Когда девочка задерживалась, его ржание слышала вся деревня. Жители удивлялись, опасный конь стал спокойнее. Но никто не верил, что это заслуга ребенка. Для них Сторм все еще оставался угрозой. Однажды утром 3 мужчин пришли, чтобы увести его. Эмма узнала и побежала в конюшню. Она закрыла собой ворота и закричала: «Не трогайте его, он не злой, он просто никому не нужен». Мужчины рассмеялись. «Ты ребенок, отойди, этот конь опасен». И в этот момент произошло невероятно. Сторм сам вышел из загона, подошел к девочке и положил тяжелую голову ей на плечо. Весь поселок понял, зверь подчинился не страху, а доброте. Так родилась история о том, как доверие и любовь способны изменить даже самое дикое сердце.